Самолет сделан по прототипу итальянского Aermacchi MB339. Модель полностью композитная, оснащена двигателем JetCat 180-м, 18 кг тяги. Вот, соответственно, турбина у нас питается керосином, на борту у нас 5 литров. Вот. Ну и, конечно, моменты основные на реактивном самолете, в отличие от поршневого, это скорости совершенно другие. Вот. Ну и, соответственно, ответственность другая. Что еще можно сказать про этот самолет? Что сегодня делать будем с ним? Что будем делать? Будем летать. Будем летать, будем взлетать. Вот. Ну и, соответственно, садиться тоже. Самый важный момент, ответственный, это, конечно, посадка. Вот это на любом самолете. Самая сложная фигура, как говорится, в элементе пилотирования, это посадка. Почему на него автопилот не ставят? Честно сказать, западло. Все должно быть на прямой ручке, как на настоящем самолете. Никаких автопилотов, никаких удерживающих устройств, никаких гироскопов. Так на настоящем же они есть. Ну, на настоящем, может быть, они и есть. Ну, вот на нашем категорически я против всяких гироскопов. Все на прямой ручке. Как наши деды летали и нам велели. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот у нас здесь электроника. Вот. Ну, в частности, вот у нас узел, который управляет выпуском, уборкой шасси. Вот. Расходный бак. Приемник, вправо вижу. Приемник, два приемника, причем система сдвоенная, для отказоустойчивости. Powerbox стоит. Вот. Ну и, собственно, сама турбина. Такая турбина. Турбина у нас JetCat 180-я. Сколько ресурс до ремонта? Ну, производитель заявляет 25 часов, но в принципе люди летают по 50 часов нормально. Безотказно. Самое главное, не жалеть масла, заливать масло, рекомендованное производителем. И, в принципе... Если летать достаточно быстро, то турбины хватит на жизнь самолета. Ну, это в любом случае. Вот такая вот вид турбинки. Значит, по напрямую. Жаровая труба, как говорится, выхлопная. Керосин с маслом. Да, в пропорции 1 к 20. Вот здесь у нас есть внешний блок, так называемый ГСУ, для запуска турбины, чтобы определить параметры на запуске, то есть температура выхлопных газов, чтобы была в норме, обороты. Все это видно перед запуском. Угу. Это накопительный, да, бак? Да, это расходный бак. Расходный бак. А керосин откуда берете? С МИГов. С МИГов сливают? Да. 31-х. Всего в самолете 3 бака. Верхний и 2, да, вот этих боковых, рядом с двигателем, в центре массы. Ну, накопительный еще бачок. А сейчас идет накачка пневматики для выпуска шасси и уборки. А там накопительный бак, да, где-то есть? Да. Воздушный баллон. Все как на серьезном самолете. То есть давления нет, шасси выпадывают. Ну, там есть аварийная. То есть, если ниже уровня определенного, шасси выпускают. Два контура пневматики. Один у нас контур основной идет на выпуск, уборку шасси, а второй контур на тормоза. Итак, на самолет мы поставили 2 камеры. Одна вперед смотрит, маленькая, и вторая Sony смотрит назад, будет снимать с широким полем, почти фишай, и будет проследить за уборкой и выпуской задним шасси.
Итак, начинается процедура запуска. Рядом стоят два огнетушителя. У обоих выдернуты чеки. Видимо, уже приходилось пользоваться. Так, сначала включаем бортовое питание. Я так понимаю, оно резервировано с двух батареек. Да, совершенно верно. Включаем бортовое питание. Включаем питание турбины. Все, у нас на ГСУ начались показания. Компьютер выдает данные. Включаем пульт. Проверяем, все. Проверка серв. Сервы очень быстро работают. Не то, что у нас на больших тяжелых съемочных самолетах. Подача топлива. Сколько всего каналов используется? 12. Начинается процедура запуска. Это что Переводим сейчас? Триммер газа, максимальное положение. Триммер на максимум. Так, все. Полный газ. Полный газ. И что при этом происходит? Ждем. Свеча запаливается. А там же внутри свеча стоит, да? Да. Двигателя. Турбине. Туда не ходи лучше. План полета. Взлет, пилотаж. Таймер. Делать кубинку.
Ну что, как ощущения? Кайф. Дайте адреналин высыпать. Страшно? Очень. Как впечатление? Вообще огонь. Как на Максе побывал? Самолет выключается. Питание выключено. Да, все. Все, можно ехать домой. Вот, ну у нас, кстати, где-то, наверное, полбака, ну, половину мы израсходовали. То есть, в принципе, можно было летать еще. Ну, что-то я вот, честно говоря, заочковал. Да хватит, что, тренировка, она достаточно. Мозг просто кипит.